Всем привет! Сейчас Drag Times пойдет на производство Pagani. Со мной Джулия Рункарати, она пиар-менеджер Pagani. Давайте начнем. Ну что, начнем? Хорошо, пойдемте. Вход в производство необычный. Вроде бы проход в стиле классической старой модели. Вот только в окошко виден не SAP, а Pagani Revolution. Она, в частности, непосредственно установлена рекорд на Нюрбургринге. И именно в прошлом она была Zonda R, ее переделали в Revolution. Посмотрите на производство, это настоящая мануфактура. Ну, вы сами увидите сейчас все. Добро пожаловать в производственный отдел Pagani Автомобиля. Как видите, он не похож на типичную мастерскую. Обстановка скорее напоминает типичный итальянский скверик с уличными фонарями, с красным кирпичом, башней в средневековом стиле, арки. Тут такая вполне типичная итальянская атмосфера. Здесь очень чисто и даже пол местами услан карбоном. Здесь собирают один из самых первых образцов новейшей Pagani Huayra Roadster. Это самая свежая модель, которую мы показывали в Женеве. Как видите, сборочной линии у нас нет. Все машины собираются вручную нашими искусными мастерами. Каждую отдельную деталь они трепетно устанавливают с максимальным тщанием. Huayra Roadster — это самая последняя наша модель, которую мы представили в марте прошлого года. Собрано будет всего 100 экземпляров, причем все они уже распроданы. По сути, это открытая версия купе Huayra, к тому же это первый родстер, который легче, чем аналогичное купе. Ребят, чтобы вы понимали, для Ferrari их 500 автомобилей. Здесь 100, всего лишь 100, и все собрано вручную. Как видите, каждый автомобиль создается с нуля. Наши мастера сначала берут монокок, выполненный из карбона и из карбон-титана. Так. Конкретно для этой модели придумали новый композитный материал, который называется Carbo Triax HP52. Он позволил дополнительно усилить кузов, добиться большей жесткости силовой основы у открытой версии. Каждый компонент делается вручную и также вручную устанавливается на машину. Начинается все с центрального монокока и двух стальных подрамников, переднего и заднего. А вся начинка, которая устанавливается в машину, поставляется на производство самыми лучшими фирмами из тех, что присутствуют на международном рынке. Pagani славится тем, что они маги карбона, маги композитных материалов. Горацио Pagani долгое время был главой композитных материалов Lamborghini, и в Pagani он использует всегда новые технологии. Все Pagani были сделаны, их монококи, да, центральная часть, сделана из карботитана, то есть сплетение карбона и титана. В Pagani Roadster же проблема в том, что здесь нет крыши, и жесткость кузова она ниже. Чтобы компенсировать это, Pagani прошел не самым простым путем, он просто создал новый материал Carbo Triax HP52. Он еще крепче, еще прочнее, чем карботитан, но при этом не намного тяжелее. Сначала мы разработали форму автомобиля, а потом бережно прорабатывали каждую отдельную деталь. Возьмем, к примеру, подвеску, которая имеет великолепную структуру. Детали специально делаются одной фирмой, которая базируется в Модене. Называется она Aspa. Но все эти детали придуманы и разработаны непосредственно в Pagani. Пускай мы в основном занимаемся вопросами дизайна и производством карбона, который является нашим ключевым умением, у нас прекрасные отношения с нашими доверенными партнерами, которые выпускают для нас все эти компоненты, эксклюзивно для фирмы Pagani. На видео сложно передать, но выглядит как произведение искусства. Как только что сказали, Горацио сам разрабатывал дизайн запчастей. Вы понимаете, насколько внимателен к деталям создатель? У нас стоят карбон-керамические тормоза производства Brembo. Здесь у нас радиатор,
Плюс, как я уже говорил, центральный монокок, центральная ванна, которая выполнена из карбон-титана и карботриакс HP52. Что касается мотора, то он сделан в Mercedes AMG. Это V12, причем не какой-то там обычный немецкий V12. Это особый движок, разработанный в Пагани и выпускаемый AMG на отдельном производстве, в отдельном здании, где они занимаются исключительно моторами для Пагани. Это амортизаторы производства Öhlins из Швеции. Вся электроника поставляется фирмой Bosch. Это один из лучших игроков на международном рынке. Сама же машина весит всего 1280 килограммов. Вы понимаете, какое соотношение мощности к массе? Просто сумасшедшее. 1280 килограмм – это примерно, наверное, Ford Focus. Да? Ford Focus тяжелее будет. И здесь 760 сил. Каждая машина создается по индивидуальному заказу. Задача наших дизайнеров в том, чтобы понять, что больше всего радует нашего клиента. Поэтому нам важно понять, чего же хочет клиент от своей машины. И мы изо всех сил стараемся предоставить ему максимальные возможности для индивидуализации. Каждая машина, которая собирается в нашем сборочном помещении, каждая из них особым образом доработана. Вот на этой тележке, например, можно увидеть все металлические детали, которые будут устанавливаться вот в этот автомобиль. Они отбирались и оформлялись в индивидуальном ключе в соответствии с особой конфигурацией, выбранной нашим клиентом. Каждая деталь выточена из цельного куска алюминия или титана. Все зависит от того, что захочет себе покупатель. Так что, да, делалось все на станке с ЧПУ. Спасибо, не хочется сломать, лучше быть поаккуратнее. То есть вы понимаете, любая запчасть, которая установлена на этом лотке, она будет непосредственно в этой Aero Roadster, которую мы снимаем. И каждая часть из титана или алюминия, она вырезается из цельного блока. Нету никаких соединений. На каждом болтике выгравировано Пагани. На каждой запчасти везде написано Пагани, и это гравировка. Выхлоп изготовлен одной немецкой компанией. Как видите, были проведены тщательные исследования, позволившие выявить оптимальную форму всех труб. Главная цель — раскрыть звучание мотора. Да. Посмотрите, как это выглядит все. Вы не представляете, это произведение искусства. Все из титана, конечно же. Инженерные решения, заложенные в этот великолепный проект под названием Aero Roadster, по большей части были придуманы еще в ходе доводки Aero BC, которая является трековой версией. Машина эта имеет спортивный уклон, и она представляла собой благодатную почву для исследований и разработок, которая и дала нам возможность придумать все эти мастерски реализованные инженерные решения. Вроде нашей семиступенчатой роботизированной коробки передач. Она стоит продольно, а вообще коробка сделана английской фирмой Extract, специально по нашим параметрам и исключительно для этого автомобиля. Это одна из Aero Roadster, которая в данный момент находится на стадии сборки. Эту машину великолепно оформили, хорошо видно, как здесь старательно укладывали слои карбона. Конкретно в этой конфигурации. Карбон здесь, считай, оголенный, его хорошо видно, так как он всего лишь покрыт лаком. А еще... здесь видно другое плетение карбона, который, между прочим, выполнен по другой формуле. Это у нас карбон-титан. Есть еще один слой карботриакс HP52. Помимо эстетической составляющей, материал этот позволяет увеличить жесткость кузова на 52%. То есть он придает дополнительную жесткость, чтобы
чтобы достичь великолепного результата, получив на выходе Roadster, который легче, чем аналогичное купе. При том, что крыша отсутствует, нам удалось повысить жесткость кузова на 52%. В месте, где собираются Pagani, не только сборочный цех, здесь стоят другие автомобили. Например, вот этот Countach. Джулия, расскажите нам, пожалуйста, что здесь делает Lamborghini Countach? Это наш исторический уголок, который отдельно от музея. Это одно из наших любимых детищ. Мистер Pagani, когда работал в Lamborghini, он был одним из тех дизайнеров, которые занимались рестайлингом самого первого Countach, нарисованного еще Бертона. Так вот, он нарисовал вот эту модель, юбилейный Countach в честь 25-летия. Да, машина очень приятная. Спасибо. А здесь еще кое-что есть. Кое-что особенное. Я просто должен спросить, почему она похожа на настоящую машину, но при этом таковой не является. Почему так? Это модель в масштабе 1 к 1. Макет Huayra Coupe. Его сделали еще в 2008 году, по-моему. На этом макете отрабатывали проект Pagani Huayra, которая, кстати, стала первой машиной, на кузове которой присутствуют активные аэродинамические элементы. Некоторые решения подсмотрели прямо в аэрокосмической отрасли. Здесь по-прежнему стоит передок, выполненный мистером Pagani и легший в основу дальнейших дизайнерских разработок. Очень круто. Спасибо. Дальше у нас Zonda. Zonda, да. Это еще одна легендарная машина. Pagani Zonda F, причем это любимая модель мистера Pagani. Машину эту мы представили еще в 2005 году. И мистер Pagani ее очень любит. Именно этот автомобиль он посвятил памяти своего друга Хуана Мануэля Фанхио. Это Club Sport или Club Sport? Zonda F Club Sport. Хуан Мануэль Фанхио, если кто не знает, это чемпион, пятикратный чемпион Формулы-1. И именно он помог Pagani попасть в автоиндустрию. Как вы видели здесь, и Lamborghini, здесь переводят, кстати, Pagani, Huayra, мы чуть-чуть мешаем. Это Pagani Zonda Cinque. Что это за Cinque? Что она здесь делает и что делает ее особенной? Эта машина в данный момент хранится у нас на производстве. Для нас это единорог. Мы эту машину сделали в 2009-м, и она стала первой, где силовая основа выполнена из карбона и карбон-титана. Центральный монокок дополнительно им усилен. Причем на массу автомобиля это существенно не повлияло. Она оформлена в культовой ливрее, которая специально была создана для азиатского рынка. Эту машину заказывал наш представитель в Гонконге. Это одна из 5 машин, и это второй экземпляр. Для Гонконга был сделан, как сказал Джулия. Нам повезло встретить на производстве очень редкую Huayra, спортивную версию Huayra BC. BC — это Бенни Каола, первый покупатель Pagani. Это Huayra BC конкретно называется Macchina Volante, очень специального, так сказать, клиента особого. Очень много кастомизации. Ну, посмотрите сами, машина просто огонь. Она легче и быстрее, чем оригинальная Huayra. Здесь другое сцепление, другие подрамники. Машина перенастроена на большую агрессивность. Ну и, конечно же, аэродинамический пакет. Мы подходим к отделу композитных материалов. Пойдемте. Заходим? Да. Отдел композитных материалов. Именно здесь в наши машины вдыхают жизнь, то есть в их кузова. Здесь наши мастера укладывают карбоновую ткань метр за метром в рамках индивидуального оформления автомобилей Pagani. Здесь создается карбоновая силовая основа для наших машин. Начинается все с матрицы, которая также выполнена из карбона. Само собой.
На саму матрицу накладывается несколько слоев свежей карбоновой ткани, один слой за другим. Так что, привет, ребят. Им дают журнал, в котором расписана вся история конкретного автомобиля. Они все делают в строгом соответствии с определенной конфигурацией. Каждая машина проходит индивидуальное оформление. На данном этапе им нужно знать, будет ли машина с оголенным карбоном. То есть, будет ли конкретно этот карбоновый элемент оголенным или нет. Я понял, хорошо. Потом они за счет точных навыков и тонких рук выверяют и доводят плетение карбона до совершенства. Так. Разные слои накладываются с плетением в разные стороны для большей прочности. Мы используем до 7 различных типов композитных материалов и тканей в зависимости от технических и эстетических требований. Так, если я правильно понял, то карбоновое плетение перетекает от детали к детали. Линия как бы продолжается, переходя на другую деталь. Да? Отлично. Это дело требует уверенных навыков и умений, то есть работа с карбоном. Все технологии, которые вы здесь видите, мы разрабатывали почти 20 лет назад. Мы сейчас используем запатентованные технологии, которые разрабатывались самой фирмой Pagani. На изготовление одного элемента уходит несколько часов, максимум 1 день. Но на изготовление кузова для одной машины нам требуется месяц. Все люди, которые вы здесь видите, сейчас занимаются одной машиной. Это все детали для одной машины. Здесь в работу берут по одному автомобилю. Когда уже наложили все необходимые слои карбона, деталь заворачивается в пластиковый мешок. Эти детали готовы лечь в автоклав, чтобы начать их выпекать. У этих пакетов есть конкретная задача, а именно заполнить пустоту внутри. Вот он, собственно, это вакуумный мешок. Он создает давление. Внутри нет никаких воздушных пузырей. И эта деталь готова к выпеканию в автоклаве. Ясно. Для тех, кто не знал, карбон готовят. То есть есть специальные автоклавы, которые прессуют карбон и делают его таким, каким мы видим его на автомобиле, когда он закончен. Вот он, собственно, материал. Сырой карбон, который наша компания использовала в своей работе больше 20 лет назад. В нем нет смолы. Сегодня мы используем так называемый препрек. Это означает, что карбоновая ткань предварительно пропитана разновидностью смолы. Ясно. Материал липкий и готов к послойному нанесению. А это у нас карбон-титан, который, по сути, представляет собой карбон, переплетенный с волокнами титана, что придает ему дополнительную прочность. Здесь вблизи можно разглядеть, что титан проходит ниткой тонкой сквозь карбон. Как раз вот это одно из изобретений Pagani. Прошу прощения. А это обычный карбон, только служит он декоративным целям. Я понял. На него очень приятно смотреть, и это то, что накладывается в последнюю очередь, и что как раз видно на готовой машине. То есть это верхний слой. Да, это верхний слой. Понял, хорошо. А процедура выглядит вот так. Начинается все с матрицы. В данном случае мы говорим про матрицу зеркала заднего вида. На нее послойно накладывается карбоновая ткань. Так. Потом все упаковывается в вакуумный мешок и выпекается в автоклаве при средней температуре примерно в 140 градусов и под давлением 6 бар. Ясно. А когда новая деталь достается из матрицы, получается вот что. Это незаконченная деталь, понятное дело, ее еще предстоит отполировать и обработать. Но уже видно, что поверхность смотрится великолепно.
Да, само собой. Это то, что ты, собственно, видишь на готовой машине. В общем, работа сотрудников отдела композитных материалов очень сильно влияет на конечный результат. Очень круто, великолепно. А вот так деталь выглядит уже после покраски. Оголенный карбон, на который нанесли тонкий слой прозрачного лака. Все процедуры, все процессы, связанные с производством автомобиля, они все записываются в специальный журнал. На каждую машину отведен как минимум один журнал, и в нем записана вся история сборки конкретного автомобиля. Ух ты, классно. Каждый, кто задействован в производстве машины, должен расписаться в каждой вкладке. Каждый сотрудник, имеющий отношение к сборке. К примеру, кто собирал вот эту деталь, с какой температурой она выпекалась и сколько времени на это ушло. Здесь ставят подписи, то есть происходит личный контроль. Плюс еще есть система компьютерного контроля со штрих-кодами. Очень круто, каждый отвечает за ту работу, которую выполняет. Предположим, если через 30 лет машину понадобится отреставрировать, то можно открыть журнал и узнать, что тогда было сделано. Узнать буквально все. Что было сделано, а еще мы сохраняем старые матрицы, по понятным причинам. Поэтому мы запросто можем отремонтировать или обслужить ту или иную машину. Ясно. То есть через 30 лет можно будет спокойно владеть зондой или уайрой. Да? Класс. Это у нас детали, которые были сделаны в отделе композитных материалов. Их укутали в такие пластиковые мешки, и теперь они готовы к выпеканию в специальной печи. В данном случае мы говорим про огромный, просто гигантский автоклав. Это вот это автоклава. Запчасти, которые упакованы в пластик, они помещаются в вот эти огромные автоклавы, и там они пекутся. Автоклав выпекает детали при температуре в 140 градусов и под давлением в 6 бар. Процесс занимает от 2 до 10 часов в зависимости от размеров, толщины той или иной детали. Да, той или иной детали. Когда процесс выпекания заканчивается, деталь отделяется от матрицы, и она получается просто идеальной. Позвольте, я вам сейчас кое-что покажу. Да, конечно. Это капот от уайра. Сразу видно, что деталь только-только была отделена от матрицы. Уже даже после выпекания плетение точно такое же, какое вы можете увидеть на готовой машине. Очень круто. Плетение в виде рыбной кости здесь просто безукоризненное. Да. Осталось теперь только все отполировать, обработать, отрезать лишнее, и все. Эти ребята, они не астронавты. Они вручную обрабатывают карбоновые детали. Они находятся в контролируемой среде, чтобы не дышать карбоновой пылью. Конечно. А вон там у нас ручным трудом заняты уже другие специалисты. Здесь они готовят кузовные детали к финальной сборке. Как в случае с костюмом индивидуального пошива, здесь проходят первые примерки деталей перед сборкой. Я понял. Автомобиль, значит, создается на заказ. Это как инпошив. Здесь происходит сборка всех деталей кузова. Без начинки, без двигателя ничего нет. Здесь проверяется состыковка разных элементов. Ясно. Важно, чтобы все хорошо сочеталось. Если что-то необходимо исправить, то это делается прямо здесь. Я понял. А такое часто происходит или нет? Ну, если в целом. Здесь все как бы происходит в штатном режиме. Каждая машина доделывается вручную. Я понял, хорошо. После проверки кузова, когда все детали готовы, все отправляется в другую фирму для покраски. Затем их присылают обратно нам на производство вот в таком виде, готовом к установке на машину. Уже для окончательной сборки. Все детали оказываются потом здесь.
Их присылают сюда, и вот здесь уже происходит сборка автомобиля. Вот первый пост, где занимаются силовой сцепкой. Здесь мотор стыкуется с коробкой передач. Это у нас передние и задние подрамники, выполненные из хромолибденовой стали. Установка всех деталей, которые находятся вон там, это все детали, выполненные по индивидуальному заказу, которые отбирались именно для этой машины. Вот все алюминиевые элементы, анодированные и оформленные в черном цвете. Логотип того же цвета, что и все остальные компоненты. Вот, посмотрите. Великолепно. Можно я? Она такая легкая, да? Да, очень круто, но я боюсь сломать. Ну да, это как ювелирное изделие. Тяги подвески. Легкие, конечно, очень. Они сделаны из титана. Прям чувствуется, насколько они легкие. Причем они точились из одной чушки, верно? Да? Вот эта деталь, это, как я понимаю, обрамление колонки автомобиля, ну, звуковой аудиосистемы. Вот эта вся деталь, она была изготовлена из целого куба. О, рычаг. Окей. Yep. Килограмм 6, наверное, не знаю, 7, не больше. На этом посту происходит сборка салона. Здесь тоже можно увидеть разные детали в индивидуальном оформлении. Здесь написано 95 из 100, то есть у каждой машины точный номер, не одна из 100, а по правде мы не знаем, сколько и собираем. У каждой машины свой личный номер. Вот детали готовятся к финальной сборке. Я могу это в руки взять? Да? Вот так выглядит запуск. А, это кнопка. Ощущение вот прям настоящей механики. Стимпанк. Приборная панель тоже сделана полностью из одной части. Сброс. Посмотрите. Вот некоторые другие готовые детали. Они тоже готовы к установке на машину. А это, по сути, последний элемент. Ключевой элемент. Ключевой элемент, собственно, ключ. Здесь ключи. Открыть, закрыть. Обычные кнопки, вот только в форме ойры. Как его открыть? Вот так? Да. Тяните. Вытягивать надо. Вау. Знакомая форма, да? Так, ребята, на этом наше путешествие по заводу Пагани, скорее по мануфактуре Пагани, окончено. Джулия, огромное спасибо. Для меня это была большая честь. Спасибо, приятно было познакомиться. Спасибо. Экскурсия была просто фантастическая. Спасибо. Я рада. Всем пока.